Мы живем в мире таких глубоких нейротехнологий, о которых мы, даже врачи, я уверена, не подозревают и не подозревали. Каждый человек, кто там сейчас, делает подвиг. А что есть противовес пропаганде? Желание узнавать что-то другое. Вы хотите в НАТО? Я говорю, с такими соседями, как мы живем, нам нужно куда-то хотеть. И беженцами невозможно быть довольны. Ни одни беженцы не могут никого порадовать. Наша задача в том, чтобы люди поскорее вернулись домой. Портрет мне подарила и сделала фотограф Юля Елисеева, прекрасный, очень талантливый фотограф из Киева, которая жила в Буче. Сегодня особенно непросто разговаривать с людьми, которые из Украины. Ты из Украины, я знаю, что у тебя там остались родные и близкие. Поэтому спрашивать тебя о том, что изменилось в твоей жизни с 24 февраля, я не буду. Я просто спрошу, как ты сегодня, как твои родные. Спасибо, Юль, за вопрос. Такая действительно сложная сейчас тема. Родные мои в относительной безопасности, насколько могут быть все люди сейчас в Украине в безопасности. Они обеспечены тем, что им в данный момент необходимо. В военных условиях мой отец попал на операцию. И я еще раз восхищаюсь и хочу передать низкий поклон врачам украинским, которые в комендантский час, в состоянии постоянного напряжения, в раздающихся обстрелах в разных местах города спасают жизни людей. И я считаю, что каждый вносит сейчас очень большой вклад. Каждый, кто остался в Украине, это моя семья, мои дяди, тети, мои друзья, очень много друзей. И практически весь коллектив моих соучеников, это 160 человек, первый лечебный факультет выпуска 2002 года Национального медицинского университета, помогают людям. И академия последипломного образования, где я училась, мои профессора, мои врачи отправили детей куда могли, в более безопасное место, и работают. Верю в лучшее. Жизнь изменилась очень сильно. Изменилась ли жизнь на Кипре для тебя? Изменилось ли твое окружение? Сократилось общение, потому что сложно вступать в взаимодействие с людьми в большом количестве, сложно быть в каких-то развлекательных мероприятиях, сложно находить радость. Вот прям 3 недели я не могла поймать в себе чувство радости, и потом в какой-то момент я, наверное, справилась вот этой первой травмой такой и стала уже генерировать сама и быть в возможности что-то давать. Но такой опыт, он для жизни на Кипре, он тоже достаточно сложный. Мы все здесь из разных стран, и благодарность Кипру мы проживаем здесь свой такой путь взаимодействия друг с другом сейчас. И Кипр, в общем-то, обеспечивает нам своей природой, своим морем, да, очень много поддержки. Вот через органы чувств мы получаем очень много энергии таким образом, и море позволяет снять напряжение, снять тревогу. Я сегодня открыла купальный сезон, и вот понимаю, что была непростая зима у всех. Мы пережили ковид, после того, как началась война, которая вообще разделила жизнь на до и после абсолютно. В состоянии ученика мы познаем и учимся. Но на самом деле я вижу много ресурсов в происходящем. В мою жизнь пришло много интересных людей с разных стран. Я узнала очень много, я познакомилась с очень многими людьми, которые приехали из Украины, которые помогают, которые проявили себя очень таким ярким способом или наоборот абсолютно незамечено. И я считаю, что нас ждет большое будущее всех и на Кипре, и в Украине. Это ваша мама. Вот. Мама — это важно.
Это моя мама. Я отвечу быстро, извините. Мамуль, Привет, я от нас. мамуль, привет. Ты где-то на выходе, да? Я с журналистами прекрасными, меня снимают интервью. Юлечка Авертова со мной, Лена Арапетова. Мы тут рассказываем про события в Украине. Как вы, все хорошо? Ничего срочного? 28 населених пунктів звільнили наші військові. Вот такие новости. Прекрасно. Прекрасно. Я тебя люблю, доченька. Журналистам большой привет. Пусть правду говорят про Украину. Нужна только правда, только правда. Вот Юлечка моя дорогая, моя мама. Слава Украине! Слава Украине! Ну вот так вот, видите, и мама. Сколько маме лет? 74. 75. А папе? Мне не верится. Папе 83. Ну, то есть папа, он застал... Папа пережил, папа ребенок войны, 39-го года рождения. Он был в оккупации фашистскими солдатами в своем родном поселке, где он родился. И 6 детей, он младший, и корова выкормила всю семью и спасла в те годы. Сейчас новый опыт интересной жизни, тоже в оккупации, по сути, потому что доступа нет такого. Папа сел за руль и стал ездить в магазин, потому что раньше, последних 3 года он этого не делал. Вот. И уже вот 2-й месяц они находились дома до буквально 2 дней назад, когда отца забрали в больницу. Что с ним случилось? У него случился в 83 года аппендицит во время боевых действий. Ну, знаете, каждый человек соматизирует и проживает по-своему, да, свое состояние, поэтому я думаю, что тут не без психологического напряжения, да, каждый свои слабые места оголяет вот в такие сложные моменты. Но это делает нас сильнее. И возвращаясь к вопросу о том, почему так случилось, что люди потеряли связь с реальностью, вы знаете, мы живем в мире таких глубоких нейротехнологий, о которых мы, даже врачи, я уверена, не подозревают и не подозревали, потому что с самого начала войны мои коллеги и я обращались к людям через разные сети, через личные контакты, через взаимодействие и объясняли, что в Украине идет война, страна, которая процветала, расцветала, подымалась, оживала, входила в новую фазу своего развития, в которой всегда были минусы, как везде, да, нету идеального мира, он всегда достаточно сложный бывает, но тем не менее люди жили, имели свой бизнес, растили детей, растили украинцев, растили их с уважением к своей культуре, к себе, к языку, ко всему миру. И вот в один прекрасный, совершенно непрекрасный, ужасный день эта жизнь у многих закончилась. У многих она стала на паузу, к счастью, кто выжил, кто уехал. У многих она повернулась, я не знаю, на 360 градусов, и люди потеряли свои дома. И вот нам было странно, что люди по ту сторону, так скажем, баррикады не видят очевидного для нас, кажущегося, что есть агрессия, которая длится уже много лет, 10 лет по сути, потому что на этапе 2013 года мы уже понимали, что не просто так укрепляется ситуация в обороне, и те трансформации, которые проходили, были достаточно очевидны. Поэтому нейропрограммирование — это очень серьезная вещь, и много фильмов существует, во-первых. Во-вторых, вы знаете, позиция нападать агрессора, да, она такая удобная достаточно, потому что это первый метод защиты, когда ты не хочешь смотреть в себя. Тебе больно внутри, но ты ищешь источник этой боли где-то снаружи и хочешь разобраться там, чтобы не разобраться. Когда очень хочется помочь кому-то, когда у тебя у самого проблемы там, со здоровьем, с питанием, с базовыми потребностями, по сути, да, ты начинаешь почему-то очень активно куда-то внедряться и пытаться помочь, решить, спасти.
такой треугольник Карпмана мы попали конкретный и отыгрываем в нем сейчас все роли и жертвы, и спасаемся. Ну вот я не вижу прям вот в наших людях вот этого синдрома жертвы, потому что каждый на самом деле настолько занял такую позицию ответственную, каждый взял ответственность за свою жизнь. Кто-то выехал, таким образом взял ответственность, кто-то остался и занимается своим делом. Во многих городах сейчас восстанавливается жизнь постепенно, потому что люди понимают, что производство не должно останавливаться, люди должны поддерживать друг друга. В моей академии идет педагогический процесс, в школах идет обучение, людям платят зарплату таким образом, да, есть прецедент. В Киеве сейчас театры снова собираются. Прекрасно. И начали высаживать цветы в парках, озеленять газоны. Я не знаю другой такой реальности на сегодняшний день, в которой люди так сильно, смело, не потому что это мои люди. Я восхищаюсь одинаково всеми, я восхищаюсь врачами, я восхищаюсь преподавателями. Каждый человек, кто там сейчас, делает подвиг. Мой друг, коллега, мой доктор, к которому я много раз обращалась, когда я попросила в первый раз помочь родителям, потому что был вопрос, и каждый день ты не знаешь, как написать, как позвонить, как обратиться, потому что ты не можешь понять, в каком люди состоянии, и ну, вот им сейчас до тебя или нет, ты уместен со своими там какими-то делами, или у них гораздо серьезные проблемы. И когда он тут же отреагировал, хотя он хирург, который занят, он говорит: Лена, не за что благодарить, здесь все наши люди. Эта фраза стала вот ключевым мотивом жизни этого месяца. Здесь все наши люди. Возвращаясь к вопросу пропаганды, нейротехнологиям, которые работают сейчас, да, против нас в данном случае, что можно противопоставить пропаганде? Каким образом с точки зрения медицины, психологии можно разорвать вот эти шоры, да, которые сейчас носят 145 миллионов, ну окей, за вычетом тех, кто, допустим, воспринимает? Огромное количество людей, на самом деле, как я еще раз говорю, это был шок, да, потому что мы вначале думали, что люди не знают, а потом мы столкнулись с тем, что люди знают. Не хотят. И не хотят слышать другой версии, да, они знают свое, и им окей быть в этом. А что есть противовес пропаганде? Желание узнавать что-то другое. Многогранность мышления, да, такой вот 3D, 4D формат мышления, это очень ценный навык. Потому что любая тоталитарность, любая утопичность любой идеи, какую бы мы ни взяли, где-то и она человека делает ограниченным, она ограничивает его поле зрения. Как лошадки, которые одевают шоры, и она бежит тогда в правильном направлении, чтобы ее ничего не пугало и не отвлекало. Вот так и с человеком делают, чтобы его ничего не пугало. Когда человек понимает, что идет война, он пугается. И он может как-то по-другому, неудобным образом отреагировать, как-то пойти, сделать действие. Да? И мы сейчас имеем дело с таким огромным агрессором по своей масштабе, даже в тех фотографиях, которые мы видим из Москвы и из Питера, из тех митингов, где люди пытаются выходить, да, мы видим таких достаточно утонченных людей на фоне огромных фигур полицейских, которые хватают их просто вот, да, то есть вот такая вот разница чего-то тонкого, какого-то тонкого мира души и такого грубого мира силы, совершенно танком едущей, да, по людям, но тем не менее люди идут, и свойства их психики не бояться, верить в то, что они делают, делать иногда максимум открыто, иногда очень скрытно. Да, мы сталкиваемся здесь каждый день с тем, что люди помогают, уже объявив их там у себя на родине, не знаю, как-то врагами народа, да, сейчас как это можно сказать, но тем не менее они не боятся. Поэтому открывать другие источники информации. Я столкнулась недавно с ситуацией, когда человек подошел ко мне и попросил: Лена, расскажи, пожалуйста, я запутался. Вот у вас русский язык притесняют? Нет, не притесняют, я говорю с тобой на русском языке.
у вас есть фашисты, нацисты, у вас есть нацистские партии в парламенте. Я говорю, нет, они есть у вас в Греции, у вас их гораздо больше, вы знаете это. Вы хотите в НАТО, я говорю, с такими соседями, как мы живем, нам нужно куда-то хотеть, потому что очень тяжело жить с такими соседями, которые приходят и периодически хотят побить тебе лицо, потому что у тебя есть водопроводные трубы, и, может быть, ты их зальешь когда-нибудь. Да? Соответственно, нужно куда-то хотеть, в какую-то силу, которая может поддержать. И вот человек на меня смотрел, слушал вот это вот все. И ну вот, я говорю, ты знаешь, Сократ не навязывал никогда своего мнения, говоря языком понятным грекам, а это был греческий человек, грек, русскоязычный, и он формировал у людей свое собственное мышление, он заставлял мышление работать, давая факты, давая примеры. Со мной как раз в тот момент были две девочки, бежавшие из состояния бомбежек 2 недель в Киеве, которые рассказывали этому же человеку, говорит, вы знаете, мы стояли в очереди за кормом для собаки, недалеко упал обломок ракеты, и им 17 лет, они двойняшки. И говорит, так все поменялось, и мы встали, но собаке же нужен корм, поэтому мы стали в очередь стоять дальше. То есть люди не убежали, да, и вот человек это слушал, как бы, и у него такое, я понимаю, что его реальность разрывалась на две части. С одной стороны, у него есть история знакомства достаточно эффективного с пропагандой, с информацией, исходящей из каналов пророссийских. А с другой стороны, он видит реальный мир, он видит меня, он знает меня, он видит этих девочек и понимает, что это не монтаж, их не нарисовали, да, то есть они вот так вот возникли. И вот таким вот образом тоже можно работать с людьми, потому что я девчонкам, всем, кто приезжает, говорю, вы сейчас канал, вы сейчас рупор, вас будут спрашивать, вы будете получать вопросы, вы будете получать разные ситуации в свой адрес. Люди будут недовольны беженцами. Беженцами невозможно быть довольны. Ни одни беженцы не могут никого порадовать. Наша задача в том, чтобы люди поскорее вернулись домой, потому что они хотят домой, у них там есть чем заниматься. Помогать беженцам очень нужно и ценно, естественно, но как бы здесь такое время, да, сейчас, что все заняты помощью беженцев, и параллельно, конечно же, возникают какие-то трансформация общества очень сильная, да, это меняет взаимодействие, нам сложнее где-то общаться, кто-то в недопонимании, но из состояния учителя, из состояния тренера, из состояния ученика. Вот если взаимодействовать с миром, с происходящим и общаться из вот этих позиций, мне кажется, будет легче доносить и воспринимать информацию. Что можно сегодня сказать тем людям? В Европе уже несколько миллионов беженцев, здесь у нас на Кипре уже больше 10 тысяч. Что можно им сказать в поддержку? Что они прекрасны в том, что они взяли ответственность за свою жизнь и сохранили ее, да, то есть они большие герои в том плане, что они взяли этот вызов и поехали. Я общаюсь каждый день с друзьями, которые уехали сейчас в разные места. Так получается, что в течение дня можно пообщаться с целым миром. И если долго Украину не принимали в Евросоюз, украинцы стали членами Евросоюза, они стали достойными представителями своей страны. И я очень верю, что они с достоинством идут в эти страны со своей собственной национальной гідністю, да, идут и вот эти миллионы уже в Европе, да, то есть, ну, как бы уже там дело за малым, и дело не в том, примут ли страну в какую-то организацию, примут ли ее в Европейский Союз, это не важно. Я свято верю, что люди выживут, найдут себя, они очень трудолюбивые, и помнить о том, что делая что-то каждый день руками, можно себя очень сильно поддержать. Закон бумеранга работает, закон с 3 рукопожатий работает. Мы недавно нашли человека в Харькове, потерявшегося ребенка через 3 контакта, вообще потрясающим образом. Поэтому
поддерживать друг друга, общаться. Травма продолжает происходить, потому что ситуация не закрылась, люди травмируются каждый день заново. Да? Мы встаем и начинаем знакомиться с новыми новостями, с тем пониманием, присваиваем себе отсутствие собственного дома, отсутствие привычных своих действий, работы, вынужденных обстоятельств. И люди в разных обстоятельствах, да, сейчас находятся. Кто-то в ангарах спит на полу, в спортзалах, кто-то имеет возможность быть в квартире, кто-то уже нашел работу, а кто-то в полной растерянности ищет, что делать. Поэтому вот сказать, что да, терапия травмы в момент психотерапевтической практики сейчас, она не совсем работает, эта схема не работает, потому что травма происходит каждый день. И для тех людей, у кого социально-бытовые условия сейчас лучше, больше заниматься собой, да, больше заниматься, выговаривать свою боль, выписывать ее, надиктовывать в телефон, вот выдать это на улицу, да, вовне, потому что тело впитало очень много. Я вчера увидела видео, как кот от шума воды прячется в угол, забиваясь, переживший бомбардировку в Буче. Это кот. Он не разговаривает, он не может сказать, что ему беспокоит. Он просто вот так вот всем своим телом прячется. Да? Что говорить о тех людях, которые находились несколько недель в состоянии лишения света, еды, тепла, продуктов питания. Как мы можем говорить о их психоэмоциональном состоянии? Вот, поэтому у нас разные категории людей сейчас попали в вынужденные обстоятельства. Поэтому для каждой категории людей нужно понять, что сейчас с человеком, как мы можем его адаптировать, социализировать, как мы можем через органы чувств вернуть ему радость, заиграть его, дать ему много других качественных эмоций, тактильных, обонятельных, звуковых, визуальных. Не нырять в боль, а стараться вот этим своим нейронным сетям, которые пытались формироваться в травму и в боль, дать позитивный опыт и изолировать как можно от травмирующих предметов, картинок, фотографий, вот минимизировать, правда, в постоянно возникающей новой ситуации, да, как градус повышается, падает, спасли, захватили, подняли, расстреляли, сожгли, освободили, женщина родила, хорошо, добрались до больницы. Да? То есть ты постоянно в таких качелях находишься, и большинство людей жалуются именно вот на перепады настроения. То есть те люди, которых я сейчас консультировала, это люди, которые как бы какого-то вот такого конкретного болевой, да, проблемы не предъявляют, но у них поиск точки опоры. По поводу точки опоры. Я знаю, что ты не только лайфстайл-терапевт, ты врач с многолетним стажем, ты еще и поэт. Я хочу попросить тебя в завершении нашего разговора прочитать одно из своих стихотворений. Я знаю, что ты пишешь, и сейчас, надеюсь, ты пишешь тоже. Мне сейчас вспомнилось, вот я сейчас в голове прокручиваю: «Мне восставать из пепла не впервой, такая сила духа по природе, видать, через костер стезя к свободе». И я думаю, что я написала это когда-то, я не помню когда, но я думаю, что я написала это про Украину и про Киев, мой город. Как ты одинок, в холодной мгле ты стонешь ветром, устал родной, и весь продрог, дым от костров, вдыхая с пеплом мой город. Горд и светел ты есть, солнце луч и знание смысла. В дне новом пауза повисла в непонимании цены. И в твоих ранах после взрывов, в сиренах, голосах, надрывах все так же много красоты. Мой город, как прекрасен ты.